Результаты встречи в Москве. В Белом доме собираются сделать экстренное заявление. В Беларуси готовят военное положение. Теперь Минск подошел вплотную к точке невозврата. Польша меняет политику. Новый президент сделал первые резкие заявления. Неожиданное заявление главкома про мобилизацию. Что изменится и для кого? 2 конфликта в один день. Трамп собирается закончить сразу 2 войны за завтраком. Президент неожиданно уступает лидерство. Кому? Кого теперь больше любят граждане страны? И как это изменит поведение главы государства? Эти и другие самые важные новости вечера среды 6 августа. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Тайная встреча в Москве. Все указывает на то, что спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткоф уже прибыл в Москву. Самолет, которым он пользуется, приземлился во Внуково, а в соцсетях уже гуляют кадры предполагаемой посадки. Встречал его Кирилл Дмитриев, пока неофициально, но в кулуарах об этом говорят открыто. Именно на 6 августа Трамп анонсировал ключевые переговоры между США и Россией по поводу войны в Украине. Все указывает на то, что визит Уиткофа и есть тот самый момент, когда Вашингтон начнет жать всерьез. Что касается очевидно президента, то он недоволен господином Путиным и Россией. Но он по-прежнему привержен дипломатическим решениям. Я бы сказала, что мы также видели замечания, предположительно отражающие возможные вторичные санкции в отношении продажи нефти странам, которые покупают российскую нефть. И это было открыто обсуждено президентом. Но когда дело дойдет до решений, мы будем ждать, пока президент об этом скажет. Ставки максимальные, часы тикают. В графике президента США появился новый пункт. В 22:30 по варшавскому времени он выступает с важным заявлением. Время выбрано не случайно, всего за 2 дня до установленного Трампом дедлайна для Путина по завершению войны. Ожидается, что речь может как раз и пойти о результатах визита в Москву. Также не исключено, что Трамп озвучит новые санкции или ультиматумы. Financial Times пишет, что президент США взбесится, если после этого визита в Кремль не будет результатов. Я никогда не устанавливал процент, но мы будем делать это в значительной степени. Посмотрим, что произойдет в течение следующего довольно короткого периода времени. Я знаю, что у них завтра встреча. У нас завтра встреча с Россией. Посмотрим, что произойдет. Мы примем решение в тот момент. Возможно, именно сегодня все изменится. Или завтра. Правительство Армении подтвердило, премьер-министр Никол Пашинян прибудет в Вашингтон на переговоры с президентами США и Азербайджана. Дональд Трамп лично примет участие во встрече, целью которой станет заключение исторического мирного соглашения между Баку и Ереваном. Ожидается, что 8 августа Пашинян и Алиев прибудут в Белый дом на фоне десятилетий конфликта, который вспыхнул во время распада Советского Союза. По данным The Washington Post, встреча готовится на самом высоком уровне, а в июле уже прошел закрытый раунд переговоров в Арабских Эмиратах. Хотя окончательного соглашения тогда не подписали, проект мирного договора уже на столе. 8 августа – день, на который Трамп назначил дедлайн для Путина по Украине, и в тот же день он может закрыть еще один конфликт на постсоветском пространстве. Белый дом готовится к громкой дипломатической победе. Правда, какой, пока еще непонятно. А как думаете вы? Пишите в комментариях под этим видео обязательно. Россия нанесла удар по азербайджанскому газу. Ночью в Одесской области зафиксированы удары дронов «Камикадзе Шахед» вблизи Орловки и Новосельского, буквально у самой границы с Румынией. По предварительным данным, целью стала газокомпрессорная станция «Орловка», ключевой узел в системе украинских газопроводов. Этот объект важен не только для Европы, но и для нового маршрута поставок азербайджанского газа в Украину, о котором недавно было подписано соглашение между Баку и Киевом. По сообщениям российских так называемых военкоров, повреждена именно та инфраструктура, которая обеспечивала начало поставок. Россия не просто бьет по энергетике, она атакует международное соглашение и пытается выбить Украину с газовой карты региона прямо под носом у Румынии, фактически нанося удар еще и по Азербайджану, по транзитным путям. Случайность? Вряд ли.
Кремль планирует создать до конца года 10 новых дивизий, и 2 из них уже готовы. Это значит только одно – давление на фронте будет усиливаться. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подвел итоги июля и дал понять, расслабляться не придется. Несмотря на это, противник увеличивает свою группировку на 9 тысяч человек ежемесячно. Российское руководство преследует цель до конца года сформировать 10 новых дивизий, 2 уже созданы. Поэтому нет другого выбора, как продолжать меры мобилизации, улучшать боевую подготовку, усиливать беспилотную компоненту наших войск. Украина будет усиливать мобилизацию, прокачивать боевую подготовку и делать ставку на дроны. Реформа управления армией в процессе. Новые корпуса уже получили участки ответственности и личный состав. По словам Сырского, самая тяжелая обстановка на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. Но есть и успехи на Сумщине и в районе границы с Курской областью. Украина готовится к затяжному и жесткому этапу войны. Время быстрых решений прошло, начинается марафон на износ. Шок для Европы и новая эпоха для Польши. Кароль Навроцкий официально вступил в должность президента Республики Польша. Напомню, он выиграл 2-й тур выборов с минимальным перевесом над Рафалом Трzaskowskim. Но интрига только начинается. Человек, который обещал сломать стены ненависти и вернуть полякам чувство единства, теперь получил власть, и повестка у него более чем насыщенная. Один из главных приоритетов – запуск проекта центрального транспортного узла и налоговая перезагрузка страны. Он прямо заявил, за него проголосовали почти 11 миллионов поляков, и он не позволит никому обмануть их ожидания. Также новый президент намерен инициировать изменения в налоговой системе, представить медиареформу, провести заседание Совета по безопасности в связи с ситуацией на границе с Германией и выйти с первыми законопроектами по пакету, включающему снижение НДС, нулевой ПИТ для семей с детьми и перерасчет пенсий. Я буду голосом тех, кто хочет видеть суверенную Польшу в Европейском Союзе, но Польшу, которая не является Европейским Союзом, однако была и останется Польшей. План 21 и моя программа не направлены на борьбу с нелегальной миграцией. Польскому злотому – да, а евро – нет. Как президент Польши я не допущу повышения пенсионного возраста ни для женщин, ни для мужчин. Команда Навроцкого уже готова к работе. Главу канцелярии советников по международной политике, безопасности и энергетике он подобрал заранее в составе как депутаты права и справедливости, так и бывшие сотрудники Института национальной памяти, где сам Навроцкий работал до президентской кампании. Теперь все ждут первого шага, и от того, каким он будет, зависит, станет ли Навроцкий символом единой Польши, как обещал, или начнется новая фаза противостояний. Конечно, пусть не во всем, но в чем-то отчасти это будет борьба за существование, за благо для нас, поляков, для всей Польши. Для нас, для Польски. Беларусь готовит правовую базу для военного положения. Минобороны разработала законопроект, который может кардинально изменить правила игры. Режим военного положения в стране могут ввести не только в случае нападения на Беларусь, но и при атаке на Россию. Документ уже передан в Нижнюю палату парламента. Речь идет о поправках в законы, которые касаются обеспечения военной безопасности и обороны. В центре внимания уточнение задач армии, роли Генштаба и списка угроз, которые дают право ввести военное положение. И вот здесь ключевой момент. В числе оснований указана военная агрессия против любой страны, входящей в союзное государство, то есть против России. Таким образом, даже удары ВСУ по военным объектам в Брянске, Курске или по аэродромам в глубине РФ формально могут стать поводом для введения особого режима в самой Беларуси. На этом фоне не стоит забывать, что в июне в Брестской области уже проходили мобилизационные учения, а в мае сборы резервистов теробороны. Регион граничит с Украиной и Польшей. Новая законодательная база может резко изменить ситуацию, и любая атака на российскую территорию станет юридическим поводом для режима ЧП у Лукашенко. Трамп больше не лидер для американцев. Американского президента в рейтинге симпатии обогнали сразу несколько известных людей. Свежий опрос Галлопа ошеломил многих. Президент Украины Владимир Зеленский занял 2-е место в рейтинге мировых политиков по уровню позитивного восприятия в США. Выше него только Папа Римский.
Уровень одобрения Зеленского составил плюс 18. Его положительно оценивают 52% американцев, а отрицательно 34%. Для сравнения, у Трампа этот баланс минус 16, и это несмотря на то, что он занимает Белый дом. Особенно сильна поддержка Зеленского среди демократов плюс 68 и независимых плюс 15. У республиканцев восприятие негативное минус 23. В рейтинге также фигурируют Берни Сандерс, Эммануэль Макрон, Илон Маск и Биньямин Нетаньяху. Галлоп подчеркивает, американцы относятся к Зеленскому значительно лучше, чем к Трампу. При этом с начала года уровень одобрения Трампа упал сразу на 14 пунктов до 37%. Его команда, включая Хексета и Рубио, тоже в минусе. Будет ли обращать внимание на это президент США и его команда? Как думаете вы? Китайский инженер создал нечто, что выглядит как технологическое волшебство. Дрон в форме летающего мяча, которым можно управлять движениями руки. На запястье надевается специальный сенсорный браслет, и машина послушно повторяет жесты хозяина в воздухе. Со стороны это выглядит так, будто бы вы маг, а дрон — ваше заклинание. Никаких джойстиков, экранов, голосовых команд, только жест, и меч взлетает. Миллионы лет эволюции, чтобы кто-то наконец-то взял в руки невидимую силу и сказал «лети», и она послушно взлетела. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.